Меня зовут Хуан Андрес Лагос, я член политической комиссии Коммунистической партии Чили, журналист, аналитик и преподаватель. Я считаю, что эта ситуация создания по форме и содержанию Соединенных Штатов и НАТО, которые уже много-много лет пытаются не только вмешиваться в суверенитет Российской Федерации с точки зрения того, что это значит на всех уровнях, в политической, экономической, культурной сферах, но также они стремятся ослабить и поставить под сомнение границы Российской Федерации и этого региона планеты. Это происходит в контексте, в котором как НАТО, так и евроцентризм и Соединенные Штаты сталкиваются с нарастающей нестабильностью с точки зрения валюты, с точки зрения их валюты, то есть доллара, происходит ее обесценивание, а с другой стороны сокращение рынков, на которых они в какой-то момент после падения реального социализма обладали очень сильной гегемонией на планетарном уровне. Это постепенно ослабевало и меняется. Таким образом, контекст нынешней ситуации – это попытка вторжения, попытка оправдать якобы войну, которая на самом деле происходит на территории Украины, но, по сути, по-настоящему и в глубине войну развязали НАТО и Соединенные Штаты против Российской Федерации. Такова реальность. Вот почему и для Соединенных Штатов, и для евроцентризма, и для НАТО, в данном случае международное право, они его не признают, не принимают. Они постоянно пытались сорвать переговоры, диалоги, и, на мой взгляд, даже в военном плане ситуация им не благоприятствовала. Ту ситуацию, которую они изначально пытались представить как настоящее военное поражение для России. Интереса не так много, но также присутствует дезинформация. В Чили очень много информационных корпораций, происходящих из капиталистического западного лагеря. Частные корпорации, CNN – одна из них, и есть и другие. И, следовательно, предвзятость, которая присутствует в Чили, просто колоссальна, не так ли? Они колоссальны. Когда-то в жизни страны у нас был медиаплюрализм, но сегодня этого не существует. Сегодня существует медийная гегемония, которая стремится показать, что единственный способ существования на планете – это западный капиталистический образ жизни. И поэтому к Китаю, России, странам БРИКС и так далее относятся с такой враждебностью. Существует определенный изоляционизм. Даже несмотря на то, и это очень важно, что отношения Чили с Китаем с экономической точки зрения становятся все более тесными, потому что здесь появляется Азиатско-Тихоокеанский регион, здесь возникает связь между Азиатско-Тихоокеанским регионом и остальным миром. Из-за геополитического и географического положения Чили это абсолютно необходимо для страны с точки зрения выживания. И поэтому я бы сказал, что существует большая произвольность со стороны различных секторов чилийской элиты, которые пытаются отрицать эти аспекты, чтобы продвигать свои очень узкие взгляды, те самые взгляды, которые Соединенные Штаты также пытаются навязать в Чили. Израиль исторически всегда играл роль, тесно связанную с Соединенными Штатами, тесно связанную с Великобританией, и именно это в последние годы привело к нарастающему напряжению, чтобы попытаться полностью изменить нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Газе. Поэтому я считаю, что то, на что в последние дни указывал папа, то, о чем говорила Франческа Альбанезе, активистка и защитница прав человека, занимающая высокий пост в ООН, то, на что указывали многие народы на улицах, все это говорит о том, что происходящее в Газе является спланированным геноцидом. То есть цель заключается в том, чтобы уничтожить гражданское население, людей, живущих в Газе, и таким образом открыть путь для такой геополитики и геоэкономики, которая позволит Израилю и Соединенным Штатам контролировать этот регион, где находится пролив, имеющий огромное значение, где расположен Африканский рог, где проходит морское сообщение, которое дало бы им контроль, которого у них сейчас нет. Вот почему ситуация в Газе неизбежно связана с Ираном, связана с тем, что произошло и происходит в Сирии, связана с тем, что происходит в Йемене, на Африканском роге. То есть это целый регион, находящийся в напряжении из-за этой американской попытки. И снова возвращаемся к НАТО, чтобы
изменить ситуацию, которая объективно характеризуется постоянной слабостью и нестабильностью, потому что народы становятся суверенными, как это сейчас происходит со многими народами Африки. Как сопротивление в Газе, как сопротивление Ирана, как сопротивление других стран в этом регионе, которые стремились обрести суверенитет и на основе этого суверенитета установить новые многосторонние отношения с Россией, с Китаем, с Пакистаном, с Индией. В общем, то есть здесь очень большое разнообразие. И в этом смысле в Чили я бы сказал, что постепенно, шаг за шагом, неуклонно растет чувствительность и осознание к геноциду палестинского народа, его трагедии и страданиям. В Чили, если брать в расчет соотношение к численности населения страны, а также по абсолютному количеству, по крайней мере, на американском континенте, и, если я не ошибаюсь, во всем мире, палестинская диаспора самая большая. И, конечно, здесь есть семьи, которые имели и создали определенный уровень значительных доходов с экономической и финансовой точки зрения. Но есть и очень много палестинских семей, которые живут так же, как и любой другой гражданин этой страны, между нестабильностью, постоянными трудностями и нуждами. Здесь, в Чили, растет чувствительность, увеличивается количество заявлений, уличных акций и маршей, чтобы показать то, что представляет собой попытка правительства Израиля уничтожить палестинский народ. Я думаю, что социалистические эксперименты в мире, на мой взгляд, учились на собственном опыте, который происходил. Я думаю, что и учились этому положительно. Думаю, что сегодня самыми наглядными примерами того, как можно строить страну на основе марксистской идеологии и доктрины, обеспечивая равенство и права, являются прежде всего Китай и Вьетнам. Я считаю, что Куба держится, потому что Куба – это страна, которую жестоко наказывает блокада со стороны североамериканского империализма. Потому что если бы не эта блокада, я абсолютно уверен в этом, и Соединенные Штаты это знают, если бы не эта блокада, Куба была бы образцовой страной. С точки зрения здравоохранения, с точки зрения гражданских прав, с точки зрения многих сфер, связанных с выживанием народа. Поэтому страна жестоко страдает из-за этого. Я считаю, что коммунистический опыт, как историческое построение, прошел через осмысление того, что, во-первых, социализм строят народы, а не элиты. И если их не строят народы, очень трудно достичь тех уровней и стандартов, о которых мечтал Маркс, о которых мечтал Ленин, о которых мечтали первые революционеры в мире. И я думаю, что это один из самых важных уроков. По-разному, с разными взглядами, но в конечном итоге и по сути именно так. То есть недостаточно строить социалистическую систему только исходя из коммунизма, только со стороны государства. То есть необходима социалистическая система, построенная изнутри, от граждан, непосредственно от самого народа. В совместном управлении, разумеется, с государственной властью, но не только со стороны государства. Я считаю, что это один из самых важных вопросов. И второе, я думаю, что перескакивать через этапы в жизни человечества очень сложно. Китай, я считаю, является положительным примером того, что не нужно, не требуется, не стоит перескакивать через этап, когда рынок должен играть важную роль в построении нации, с таким уровнем развития, как у Китая, который, безусловно, очень высок. Или с уровнем развития, который есть у России, который тоже очень высок. Или с уровнем развития, который есть у других стран, таких как Вьетнам, не так ли? Которые, по моему мнению, представляют собой конкретный опыт, тесно связанный с разработкой проектов по выживанию человечества в условиях равенства. Ох, я с трудом могу себе это представить, потому что я не был там в последние несколько лет. В последний раз я был в России в начале 90-х годов прошлого века, когда происходила перестройка. Вот тогда я и ездил. Тогда все было очень интересно, потому что происходили разные перемены, дебаты и так далее. Но я не успел пережить то, что было потом, понимаете? То есть падение реального социализма, как мы это называем, и все, что происходит до сих пор, да, это тоже проходило через разные этапы. Современную Россию я знаю, потому что мне удалось увидеть, прочитать, узнать.
Я глубоко уважаю путь, который выбрала Федерация с точки зрения ее истории, с точки зрения того, чего она достигла в истории и того, что происходит сейчас и будет в будущем. Для меня было очень впечатляюще, как Российская Федерация вспоминает Вторую мировую войну и поражение фашизма. И я думаю, что это также положительно повлияло на Чили. Потому что здесь, в Чили и в других странах нашего региона пытались внедрить идею, что фашизм победили не русские, а Соединенные Штаты. Но история есть история, а правда есть правда. И я думаю, что в этом смысле я очень уважаю и глубоко восхищаюсь тем, как Россия выстраивает свою историю и свою роль в ней, не только в истории своей нации, но и всего человечества, потому что это вопрос человечества. Победа над фашизмом – это вопрос всего человечества, а не только одной страны.